В этом видео я покажу, каким образом можно скачать самую свежую сборку Windows 11 абсолютно бесплатно, легально, с официального сайта Microsoft. В данный момент мы находимся в ноутбуке. Это ноутбук, который не поддерживает официально Windows 11. Давайте я продемонстрирую версию, которая сейчас установлена здесь на ноутбуке. Это очень старый ноутбук, я его нашел на мусорке. Он абсолютно в рабочем состоянии. У него единственный минус, что не работает аккумуляторная батарея. Значит, смотрите. Здесь мы можем видеть данные. И операционная система здесь установлена самая свежая, самая новая. Windows 10 Home 22H2. Давайте точную сборку посмотрим. WinVer. Нажимаем Enter и смотрим. Значит, сборка у нас 6466. Давайте я покажу вам, что компьютер действительно не соответствует требованиям Windows 11. Нажимаем проверить. Jetzt überprüfen, у меня все на немецком языке. И обратите внимание, что здесь показывается процессор Intel Pentium N3700 не поддерживается Windows 11. Вот, пожалуйста, все остальное есть. TPM 2.0 есть. Но это нам не помешает скачать самую новую сборку. Закрываем это все. Теперь открываем веб-браузер. Вписываем google.at или google.ru, в зависимости от страны, где вы находитесь. И я вписываю обычно download Windows 11. Нажимаем Enter и переходим сразу по первой ссылке. Обычно всегда ссылка идет на сайт Microsoft. На этой странице у нас есть несколько вариантов скачивания Windows 11. Первый вариант — это у нас специальный ассистент, который помогает обновиться с Windows 10 до Windows 11. Второй вариант — это специальная утилита, которая помогает установить и скачать самую новую сборку Windows 11 на USB-стик, либо на DVD-диск, либо на жесткий диск вашего компьютера. И третий вариант — это скачивание обычного ISO-образа. Но, ребята, ISO-образ я вам не рекомендую скачивать именно с сайта Microsoft, потому что здесь всегда обычно лежат старые образы. А нам необходимо скачать самую последнюю сборку со всеми обновлениями за август 2026. Значит, что мы делаем? Мы скачиваем вот эту вот специальную утилиту Media Creation Tool. Ждем, пока она у нас скачается. Открываем утилиту. Сворачиваем браузер и дожидаемся, пока программа запустится. Как я говорил уже, что компьютер очень медленный, здесь всего 4 гигабайта оперативной памяти, поэтому придется чуть-чуть подождать. Обратите внимание, что у нас программа запустилась, происходит подготовка, Vorbereitung. Внимательно читаем и переводим на ваш язык правила пользования утилитой. Подтверждаем. Теперь система предлагает нам установить язык. Здесь мы можем выбрать язык. Русский, чешский, украинский, болгарский. В общем, любой язык из этого списка поддерживается. И, естественно, Windows 11. Другого варианта у нас здесь нет. Я оставляю галочку по умолчанию. То есть образ будет скачан на немецком языке. И у нас будут версии Windows 11. Нажимаем дальше. Здесь у нас программа спрашивает, что мы хотим сделать. Сохранить на USB флеш память, либо скачать ISO-образ. Я выбираю второй вариант, ISO-образ. Нажимаем дальше. И я выбираю путь сохранения рабочий стол. Назовем ее Windows 11 2026. Нажимаем сохранить.
Отлично. Теперь мы дожидаемся, пока наша утилита скачает ISO-образ на компьютер. И потом я покажу, каким образом можно узнать, какая сборка скачалась именно этой утилитой. Это очень-очень важно перед началом установки Windows 11, если вы будете потом устанавливать на компьютеры. Ждем окончания загрузки. Итак, финальный этап загрузки операционной системы 12 часов дня. И система завершает скачивание образа. Образ у нас скачался, вот он появился. Нажимаем на «Готово», и программа закрывается. Теперь нужно выяснить, какая именно сборка скачалась именно в этот ISO-образ. Для этого мы наводим мышкой, нажимаем 2 раза, и образ у нас подключается в саму операционную систему. Давайте узнаем, какие редакции у нас скачались в данный ISO-образ. Для этого мы вводим cmd и открываем от администратора. Прекрасно. Теперь нам необходимо ввести следующую команду. Ссылки на все команды я оставлю в описании, чтобы вам было легче скопировать их. И заменяем букву F на букву вашего ISO-образа. В моем случае это буква E. Убираем и ставим букву E. Нажимаем Enter и смотрим. Здесь показывается общий объем файлов в байтах. И смотрим версии. Windows 11 N, Windows 11 Education, Education N, Windows 11 Pro и также Windows 11 Pro N. То есть это версии, которые можно установить с помощью лицензионного ключа Windows 11, в зависимости от того, какой ключ у вас имеется. Теперь давайте проверим сборку нашего ISO-образа. Давайте прокрутим вниз и вставляем следующую команду. Точно так же убираем букву F и ставим вашу букву. В моем случае это E. Enter. Замечательно. То, что мы и хотели сделать. Мы скачали версию на немецком языке, стандарт. Номер сборки у нас находится здесь. Вот, Service Pack 9168, что на данный момент является самой последней сборкой Windows 11 со всеми улучшениями и патчами безопасности на август 2026 года. Давайте мы это теперь все закроем. Зайдем в компьютер и извлекем наш ISO-образ. Таким образом, мы с вами скачали официальную Windows 11 для последующей установки на ноутбук либо компьютер с самыми последними обновлениями Windows до августа 2026 года. Ребят, почему это важно? Потому что в случае, если вы скачиваете старый ISO-образ и старую сборку Windows 11, то вам необходимо выделять время на скачивание дополнительных обновлений. Всех тех обновлений, которые есть в данном ISO-образе. Поэтому данный случай я применяю всегда в своей жизни для того, чтобы установить по новой Windows 11. И я считаю, что этот способ является самым оптимальным и самым простым, который можно было бы только придумать. Если вам понравилось видео, то обязательно ставим лайк, подписываемся на канал и увидимся в следующих видео.